Привет, Оля, Мирабашечки. Привет, Снова рада вас приветствовать на канале Лена Ваня. Лена Ваня. У нас прекрасный купательный сезон. Посмотрите, какая вокруг красота. Море потрясающее, вода теплая. Мы сейчас находимся в Томике, Мерсин. И хотим показать вам пляж, который у нас сейчас в приоритете, наш пляж, который мы сейчас любим. Один из. Но сейчас за нашей спиной, я переключу камеру, тоже есть пляж. Здесь всегда многолюдно. Всегда здесь, чем хороший этот пляж, тут очень хороший вход в воду, нет камней. Вы знаете, что часто здесь пляжи, где каменный вход, ставят пирсы. Мы с Ваней любим, конечно же, плавать с пирсов, да? Особенно я. Особенно Ваня. Ну, а так, конечно, много красивых пляжей. И вообще посмотрим, прогуляемся и покажем наш, на данный момент, самый любимый пляж в Томике. Вот этот пляж. Я знаю, что мы часто показываем. Люди плавают, море. Здесь хороший вход. Это напротив Фламинго 4 и Фламинго 8, в принципе. Вот эти два комплекса здесь. Вот. Хорошо, что натянутый тент для... Давай мы еще спустимся, чуть покажем. Люди уже давно купаются, мы только идем, Лена. Натянутый тент для тени. Естественно, от разных сетей есть свои лежаки, но это не мешает, если вы хотите просто прийти. Мы, к примеру, с Ваней приходим, и каждый день мы лежим на разных пляжах. То есть даже если там лежаки от какого-то сете, вы можете просто прийти с вашим покрывалом и лечь. Вот пляж, видите. Вода есть для того, чтобы помыть ноги после пляжа. Ну и зонтики с шезлонгами от какого-либо сете. Именно на этом пляже здесь вход без камней. Поэтому много здесь, особенно дети, просто любят этот пляж. Посмотрите, конечно, нельзя не сказать, что сейчас все цветет. Картинка просто прекрасная, превосходная. Замечательно. И в этом году, давай скажем, у нас в одном из видео мы уже показывали, что в Томике досыпали новые пляжи. Плюс сейчас здесь, когда гуляешь вечером по набережной в Томике, по сравнению с прошлым годом даже, я не говорю уже с позапрошлыми годами, ну, тут просто все кипит и работает. Но сейчас утро, конечно, все эти мороженые кафешки, они закрыты. Но после 2-3 часов и ближе к вечеру очень много людей гуляют. Все оживает, работает, всякие кафешки, тантуни, кебабы, мороженое, кукуруза, все абсолютно есть. Можно одеться с ног до головы. Да. Базар вдоль пляжа. Шикарно. И одежду продают. Есть разные каталки и для детей. Но сейчас нет, но выставляют уже после обеда. И аренду велосипедов, и аренду этих электромобилей, да? Что хорошо, можно приезжать, допустим, прилетать ручная кладь, и вот так вот просто пройдешься по морю, вдоль моря, и оденешься с ног до головы. Да. И нормально, и недорого. И Есть что парадокс, что здесь вдоль моря все дешевле, чем на базаре. Вот парадокс, вот странно. Да, Почему? кстати, включая фрукты и овощи, сейчас хочу показать эту картинку, я ее просто обожаю. Наверное, я ее и на заставку поставлю. Посмотрите, как красиво. Здесь-то кафешка, она сейчас закрыта. Но потрясающий вид. Здесь обычно стоит столик между этими олеандрами, вид на море такой. И, конечно, эти крокодиловые скамеечки. Ну, коты, как всегда. Вот даже здесь, в прошлом году, на этом кусочке не было пляжа. Сейчас, помимо того, что досыпали вот тот дальний пляж, ну, я Здесь его были показывала. сплошные камни. Да, сейчас здесь камней нет. Валуны прямо. В старых видео мы показывали, здесь прям громадные камни были такие.
да. И сейчас поставили, это первый год, когда здесь поставили зонтики и шезлонги от этого сите. Я так думаю. Вообще это любимая. Одна, набережная в Тамюке красивая и в одну и в другую сторону, грубо говоря. Это одна из наших любимых частей набережной. Смотрите, как красиво. И сейчас мы идем на пляж, которого, кстати, в прошлом году тоже не было. Все подходят, нюхают цветы. Но картинка прекрасная на самом деле. До этого было немного облачно, поэтому я не снимала. Здесь пляжа не было, конечно. Да, вот этого пляжа не было. Его насыпали. Была только каменная коса и все. А сейчас вот насыпали пляж в этом году. Привезли песок, шезлонги, зонтики тоже. Вот сите. Вот мы сейчас идем на наш пляж, и здесь эвкалипты. Знаете, идешь в Мерсине у моря, как правило, есть ветерок, и прям такой запах эвкалиптов потрясающий. Запах моря, запах эвкалиптов, запах всей зелени вокруг, да? Просто кайф. Еще немного. Хочу показать, как красиво, когда все цветет. Эти бугенвилли необыкновенные, эти египетские розы. Все цветет, все зеленое. Ну, картинка потрясающая. И вот мы пришли. Да. Ну и вот мы пришли. Можно было и там зайти, но мы хотим показать, так сказать, с парадного входа этот пляж. И сейчас расскажем, почему нам здесь нравится. Пока из всех пляжей с пирсами сейчас этот наш самый любимый. А раньше у нас был другой пляж любимым. Именно посмотрите, пальмы. Вот пирс потрясающий. То есть здесь вчера буквально, я хотела вчера снять, но вчера буквально натягивали вот эту сетку для тени. Кстати, очень хорошо. Ее натягивали вчера. И вот такой пляж, пирс. Естественно, здесь шезлонги от сите. Но так камерно, уютно, потрясающе. Конечно, когда не было этой сетки, вид был, так визуально вообще красивее, потому что вы лежали, получалось, прям под пальмами. Ну, а с другой стороны, сетка — это хорошо, это для хорошей тени, не сгорим. На солнце мы особо не лежим. И вот такой пирс. Когда спускаешься с пирса, здесь вообще вот многие пляжи в Тамюке, это вы заходите и буквально полметра камней, дальше песок. Конечно, эти полметра камней без тапочек невозможно, трудно пройти, да, поэтому ставят пирсы. И когда вы спускаетесь с пирса, то уже наступаете прямо в песок, причем там не глубоко. Кто не умеет или боится плавать, это все, как говорится, вас не должно смущать. Вот. Ваня уже пошел плавать, пока я здесь снимаю. И вот здесь, кстати, с этой стороны, это прям возле мостика, который делали. Вот этот рыбный ресторанчик, он очень простой, очень простой. Там очень приятные хозяева. Там мы, например, часто едим балык и кмек по 150 лир, чупра-сервис по 600 лир и леврек-сервис по 600 лир. Но вообще можно выбрать любую рыбку, которую вам пожарят. Когда мы остаемся здесь на целый день, то, конечно, мы заказываем еду в этом ресторанчике. Чай также можно. И, то есть, на берегу моря можно поесть и, в принципе, провести целый день.
Лена Александровна, как тебе утро понедельника? Шикарно. Начало Но мы недели. вообще с утра ходим плавать, потому что мало людей. Мы даже вчера хотели снимать, но много людей, дети, это нежелательно, конечно, да, пляж. Я уже поплавала, водичка замечательная. В этом году вообще, конечно, июнь намного холоднее, чем обычно, но не так жарко, как всегда. Отсюда хочу показать эти замечательные пальмы и насколько здесь атмосферно находиться именно на этом пляже. И утром никого нет, мало людей, это просто потрясающе. Вот такое мини-видео. Но что еще рассказывать и показывать, когда мы здесь на берегу моря, балдеем, кайфуем. Конечно, море, июнь сейчас потрясающий, потрясающая погода. Ваня просто приходит с планшетом здесь. Он не любит загорать, он так в тенечке. Здесь замечательные условия для того, чтобы не сгореть. Но мы, как вы видите, хоть мы живем на море, но мы не загорелые. Встречаем, когда наших зрителей, они говорят, почему вы не загораете, не плаваете в море. Мы плаваем в море, но не особо загораем, да? У тебя есть что сказать нашим зрителям? Отдыхайте, приезжайте. Что сказать? Наслаждайтесь каждым днем вашей жизни. И с вами были ваши Лена, Ваня. Всем Пока. удачи, до встречи, пока-пока. И видео у нас выходит реже. По одной простой причине, потому что мы просто наслаждаемся потрясающей погодой, морем и видами. Жизнь в тюлене. Да. Да? Ну а если есть к нам какие-то вопросики, задавайте ваши вопросы в комментариях, мы ответим, возможно, они натолкнут нас на мысль, что еще вам интересно будет видеть на нашем канале. Такие замечательные коты тут ходят. Красивые, как из сказки. Посмотри сюда, посмотри сюда. Угу.